Вот. Давай. Ну и все, я думал вообще над вступлением, что там говорить. И я решил без большого контекста, знаешь, Мгм. просто начинаем и пошло. Поехали. Хорошо. Давай. Вот, так что привет еще раз. Привет, привет. Как жизнь? Нормально. Потихоньку, помаленьку. Как у тебя? У меня тоже потихоньку. Так, Лю- спокойно лю- все. Люди говорят, что такая фраза помаленьку, потихоньку — это такая сибирская присказка. Была одна девчонка, сибирячка, которая переехала в Москву и стала такая дофига москвичка. И потом, когда приехала к нам в Иркутск, сказала: «Ой, вы с вашим помаленьку, потихоньку, сразу вас слышно и видно». Ну, Москва не Россия, и московский язык не русский язык. Ну, это, конечно, неправда, но я хочу сказать, что нахуй, короче, таких людей мне и не нравится. Мне тоже. Вот, окей. Итак, что сегодня происходит? Сегодня мы говорим с Сергеем. Слушай, а как тебя называют русские друзья, пацаны? Как к тебе обращаются? Ну, Серега? Серега. Мне просто так Угу. будет комфортнее говорить, чем Давай, Сергей или давай. Сережа. А тебя в детстве называли Серый? Конечно. Окей. Я Ну, помню, моя мама очень не любила, когда слышала, мои друзья звали меня Серый. Она говорила: «Какой же он серый? Он же такой светлый мальчик». Такой да-да-да-да-да. фейспалм. Да, ну ничего. Да, Серега, нормально. Мгм. Окей. Итак, Серега, Серый. Значит, Сержик. не, Сержик это уже не то. Серхио. Да. Короче, Ну, что сегодня происходит? Сегодня мы общаемся с Серегой, и сегодня я задаю Сереге вопросы. Сегодня у нас видео а-ля интервью. И скажи мне, пожалуйста, готов ли ты ответить на мои вопросы? готов. Я в предвкушении. У меня такое чувство, что вопросы сегодня будут очень пикантные, возможно, горячие, зная твою репутацию. Что с моей репутацией? Что я типа горячий парень? Ну да, конечно, очень. Спасибо. Да, вопросы, ну, нормальные вопросы. Не будем делать долгую прелюдию, перейдем сразу к делу. Давай. Вот, мы просто с Серегой уже пообщались на самом деле раньше, мы друг Мы друга с... знаем. Извини, просто когда говоришь, мы с Серегой пообщались, я там представил, как мы с тобой такие пообщались. Обкашляли пару вопросиков. Да, короче, да не, ну, все по факту. Поэтому да, мы тут не будем сегодня знакомиться, Мгм. спрашивать, как меня зовут, как тебя зовут, и там сколько градусов в твоем городе. Кстати, как погода? Не хочу хвастаться, но офигенная. Ладно. Честно тебе скажу, зима в Санкт-Петербурге гомосексуальная. Что в прошлом году, что в этом году. Я не М. гомофоб, но других слов у меня не приходит на ум. Ну, Я так настолько... понимаю, это адаптация другого слова, да? Ну, наверное, да. Наверное, да. Но я хочу сказать, что просто настолько тепло и влажно, что аж как-то унизительно чувствуется. Да, понимаю. Вот. Так вот, э, перейдем к делу. Значит, я собирался позадавать тебе вопросы, и мой первый вопрос будет такой. Есть ли на Ютьюбе блогеры, например, блогеры в сфере русского языка, которые тебе не нравятся и которые тебя раздражают? Ну, я не знаю,
если я хочу называть прямо конкретные имена, все-таки, знаешь, обидно М, будет людям. Конечно. Вот. Но в целом не могу сказать, что у меня есть какое-то раздражение к каким-то конкретным людям. Просто часто, когда я смотрю каких-то блогеров, да, ну, мы с тобой оба делаем контент на Ютубе, но я думаю, наверное, ты так же, как и я, смотрим очень много разного контента сами. И да, мне нравится, меня бесит непоследовательность. Когда люди сначала говорят одно, а потом как бы переобуваются и М, начинают говорить другое. м, Или сами себе противоречат. Вот именно это меня очень сильно раздражает. Да. Интересно. У меня к этому двоякое отношение. Я, с одной стороны, тебя понимаю, как-то вообще в культуре человечества не принято переобуваться, как ты сказал. Почему-то Мгм. у большинства людей такое нехорошее восприятие, когда человек сначала говорит что-то одно, потом меняет свое мнение. И с одной стороны, я тебя понимаю, с другой стороны, мне кажется, что без этого просто невозможно. Что ну, если человек развивается, то такие ситуации будут происходить неизбежно. Безусловно, видишь, просто бывают моменты, когда то мнение, которое было в первую очередь, оно совпадало с твоим мнением. А когда они поменяли мнение, то твое мнение осталось тоже, а у них сейчас другое. И поэтому я думаю, что здесь не вина конкретных людей, я просто Мгм. описываю тебе мои чувства. Я тебя Вот. понимаю. Может быть, это моя вина, что я так к этому отношусь, но вот именно это то, что меня раздражает. Да. В Да. остальном, ты знаешь, если смотреть на как бы людей, которые делают, особенно в нашей сфере, да, контент по созданию видео, которые помогают людям с изучением русского языка, я не могу критиковать никого, потому что у каждого свой стиль, у каждого свой подход, и мы все стараемся, как сказать, выжить. Вот. Я думаю, что самое главное, наверное, просто нам нужно помнить, что мы все в одной лодке, мы не враги друг другу, да? И Мгм. нужно, вот как мы с тобой, встречаться, разговаривать, помогать. И да, если кто-то сильно отстраняется, ну, меня это не раздражает, скорее так, ну ок, хорошо, Понятно. как-то так. Понятно. Ну ладно, ты ответил очень хорошо и правильно. Конечно, не нужно было давать другого ответа, но мне хотелось какой-нибудь войны Я в понимаю, этом да. ответе. Я надеялся, что мы сейчас возьмем каких-нибудь людей, поговорим каких-нибудь плохих вещей про этих людей. Но на самом деле это шутка. Ну как, было бы интересно, но и нехорошо, поэтому Да. нормально. Окей, другой вопрос. Э, Похожий вопрос. Ты даешь уроки русского языка в той или иной форме. Мгм. Были ли у тебя студенты, которые тебя раздражали, которых ты буквально ненавидел, можно сказать, или очень сильно не любил, но с которыми ты регулярно занимался, потому что это твоя работа и тебе нужны деньги? Я думаю, что никогда не было студентов, которые меня прям настолько раздражали, что прям я после каждого урока, не знаю, просто меня рвало, да. М, Но да, безусловно, были студенты, которые, я, может сказать, не очень сильно радовался, уча их. Иногда это были слишком скучные студенты, после которых, во время уроков, с которыми я засыпал. Я думаю, м, что это больше случается, нежели студенты, которые меня раздражают. Но есть люди, ты знаешь, у которых какая-то такая прям тяжелая, может быть, закрытая душа, и с которыми, особенно когда у них уже есть такой неплохой уровень, то есть ты знаешь, что они могут говорить,
но на каждый твой вопрос они отвечают очень однозначно, одним словом. И у меня такое чувство, будто бы мне приходится вытаскивать из них все, и в конце такого урока я просто чувствую себя абсолютно выжатым. У меня Мгм. нет никакой энергии, и опять же, у меня нет конкретно к ним претензий, ну, претензий как к людям. Возможно, они хорошие люди, но вот трудно их учить, скажем так. Понимаю. Вот. Но был один случай. Я думаю, что у меня был студент, вот ты хотел что-то такое необычное, интересное, расскажу, думаю. Давай. Получается, был студент, который давал мне очень много каких-то странных, неуместных комментариев по поводу моей внешности. Ну, в общем, он делал мне комплименты каждый раз. И это Окей. был парень. Так. Вот. Это Я как бы меняет ситуацию. думаю, я как бы думаю, знаешь, в целом пофиг, ладно. То есть, если бы это была девушка, я бы, наверное, даже больше бы насторожился, потому что, ну, у меня есть жена. Если это чувак, ну, может быть, какой-то гей, я, в принципе, не против, понимаешь, всего этого. Но вот как-то так. И это продолжалось очень часто, я как-то на это закрывал глаза, а потом в какой-то момент чувак начал меня просто начал писать мне сообщения и просить отправить ему фотки моей жопы. Йо, привет, скинь дикпик. Да, только там какой-то батпик, я не знаю. Да, я сказал, иди нафиг, заблокировал его на одном, не помню, там, где там, в WhatsApp. Он потом начинает писать на другом, говорит, что я тебе заплачу деньги за это, там, 200 баксов или сколько, не помню. Я тоже посылаю, блокирую. И потом на третьем он начинает говорить, что он убьет себя, если я это не сделаю. Начинает такие вещи писать. Ты знаешь, русский парень, не лыком шитый, как говорится, и просто блокирую его. Говорю, пожалуйста, убивай. Да, реально. Да, и после этого, конечно, он не убил себя, и он периодически до сих пор мне в комментах пишет, но А ты вроде бы можешь ничего заблокировать сильно. его на канале. Я знаю, но вроде бы сильно ничего плохого он не писал, а ты знаешь, как любой комментарий это хорошо для Мгм. алгоритмов, так что, в принципе, меня не сильно беспокоит, да, но, да, вот такая забавная история. Блин, у меня есть один студент гей, я надеюсь, это не он. Но мы потом с тобой обсудим. Нет, на самом деле у меня много студентов геев, то есть открытых геев и, можно сказать, может быть, латентных геев, или в которых я как-то подозреваю, но они никогда мне об этом не говорили, но никогда не было никаких проблем. То есть, Мгм. как бы я всегда знал об этом, и кто говорил открыто, кто не говорил, то есть все равно люди соблюдают какие-то рамки. Ну Ну, вот есть конечно. люди некоторые, которые считают, что можно быть пробивным, понимаешь? Мгм. Вот. И да, конечно, ну вот такая, да, я думаю, это самый, наверное, неприятный опыт из всех, который у меня был со студентами. А кроме Да. этого, обычно люди либо очень скучные, либо очень тяжелые на подъем, но не более того. Я тебя прекрасно Да. понимаю. Комментарий по поводу вот этого парня. Это, наверное, ну, конечно, это вообще не про геев, это просто про людей. Знаешь, Да, потому что я да. сейчас представляю, наверное, представь, вот если какая-нибудь красивая девочка работает преподавателем русского языка, как часто у нее происходят такие ситуации. Я думаю, намного чаще, чем, да, у нас с Да, тобой. да. Не, у меня таких Поэтому, ситуаций не было вообще ни разу. ну, не знаю, комплимент это мне или нет. Может быть. Вот, да, но да, действительно, я думаю, что девушкам намного чаще приходится сталкиваться с такими вещами. Я думаю, как правило, потому что многие парни, ну, более наглые, чем девушки. Хотя, мне кажется, у меня была, может быть, одна студентка, которая делала, ну, такие очень легкие намеки на то, что насчет моей внешности, но ничего такого страшного, прямолинейного. Мгм. И да, вот. Ну, Но легкие намеки о девушке это приятно.
Ну, ладно, Воздержусь от комментариев, жена будет смотреть. у меня просто нет ни жены, ни девушки. А твоя жена понимает русский язык? Она умеет включать субтитры. А, ладно, это меняет дело. Это меняет дело. Хорошо. Э, Э, Давай перейдем к следующей теме. мгм. Ну, наверное, ты не захочешь отвечать на этот вопрос, но он мне показался интересным. Давай. Э, Смотри, в каких моментах ты идеализируешь свой образ на своем канале? Что ты не хочешь рассказывать своей аудитории, что ты не показываешь людям, ну да, что ты скрываешь, но можешь рассказать сегодня мне, чтобы они посмотрели и увидели. Да, я скрываю... Это на вступление тебе. Потом, чтобы люди такие, да, что он скрывает? Давай. Но на самом деле, ты знаешь, я, к счастью или к несчастью, довольно открытый человек. И в моей жизни очень часто, ну, я получал много проблем из-за моей откровенности. Ты знаешь, Мгм. проблем в отношениях, проблем с людьми. Поэтому, если прямо вот так подумать, как что я идеализирую в моем образе на канале, слушай, ну правда, я искренне не могу подумать ни о чем. Наверное, я думаю, что если люди думают, что я хороший учитель в плане того, что я знаю все о русском языке, наверное, вот как бы я не пытаюсь создать такой образ, но если вдруг люди подумали, хочу сказать, что нет. Мгм. Я думаю, что я хороший учитель, но я не знаток именно всех правил грамматики русского языка, поэтому я часто... На самом деле, я часто делаю ошибки, когда пишу правописание. Да, это, ну, может быть, не в самых базовых словах, но какие-то слова, которые я не часто вижу. Мгм. Или у меня бывают опечатки. Вот. Мгм. Я думаю, что, опять же, не хочу себя ничем оправдывать, но, может быть, какая-то там у меня степень какой-нибудь там дислексии, не знаю. Ну, в общем, у меня всю жизнь были проблемы с написанием во всех языках. То Мгм. есть я помню, что когда я учился в школе, немножко отвлекаясь, ну ладно, я хорошо писал сочинения по литературе, но у меня всегда было очень много ошибок. То есть, ну, как-то вот не очень сильно мне задается с писанием, да? Мгм. Поэтому я хочу, чтобы люди понимали, что я такой же человек, как и все, но это не значит, что я плохой учитель или я не могу, так сказать, именно тот метод, который мы используем, не могу его хорошо применять. Вот, поэтому, да, Мгм. думаю, что вот эта вещь, наверное, самая такая, которую я бы хотел сказать людям. А кроме этого, ну, может быть, какие-то есть совсем-совсем, знаешь, такие личные вещи, которые я не то что там моим зрителям, ну, просто мало кому, кроме там моей жены или нескольких друзей знает, да, то есть, ну, Мгм. это как бы уже личное, Ну, скажем так. само собой. Тут как Мгм. бы это святое. А что касается ошибок, ну, я, мне кажется, достаточно хорошо орфографией владею. Но в целом, если посмотреть на среднего русского человека, он будет писать плохо, очень плохо. И вообще, мне кажется, если проверить всю грамотность в стране, то в среднем будет достаточно плохой результат. Люди Да. очень часто очень неправильно вообще пишут по-русски, и русские люди не очень хорошо знают русскую орфографию. Я не знаю, с чем это связано. Связано ли это с незнанием, или это вот связано с какими-то особенностями людей. Потому что, знаешь, как бы я, ну, например, моя мама всегда мне говорила, у нее, знаешь, почти стопроцентная грамотность, орфография, да, и она Мгм. говорила, нужно много читать. Блин, я в своей жизни так много книг прочитал, но это мне не сильно помогает. И когда я помню, я сдавал ЕГЭ, там были, я не знаю, когда ты сдавал, какое было ЕГЭ, может, что чуть попозже меня ты А ты заканчивал школу. какого года рождения, напомни? 93-го.
Мгм. Ну да, я сдавал ЕГЭ попозже, на 5 лет. Ну вот, и тогда у нас было, я думаю, две части ЕГЭ по русскому. Первая часть была, это где мы там были по правилам, нужно было какие-то, ну, типа, как скажем, решить задачки по грамматике, Мгм. назовем это так. И Мгм. вторая часть была это написание какого-то текста. И Мгм. вот первая часть, где нужно было все эти правила, я, по-моему, только одна ошибка у меня была там, потому что я могу понять, могу запомнить, могу... Вот ты мне дашь ситуацию, я тебе скажу, как правильно. Но когда я пишу, я думаю, что моя внимательность просто уходит куда-то в никуда, и я Мгм. сосредоточен на том, что я пишу, а не на том, как я пишу. Поэтому, то есть я абсолютно теряю эту связь, и эти две вещи, вот грамотность, правильная орфография и смысл, почему-то не идут вместе. То есть мне приходится сначала написать, а потом сидеть и проверять весь текст очень Мгм. внимательно. Вот. Мгм. Я думаю, это индивидуальная особенность. Просто, наверное, это не самая сильная твоя сторона. Совсем нет. Совсем Да. нет. И Но тоже я пишу как курица лапой. как- Другая у вещь. тебя плохой почерк. Да, Ну, это это значит плохой база. почерк. Серега, я не знаю ни одного русского мужчину, который красиво пишет. Есть, есть. Но я На- думаю, что, наверное, они типа как Чикатило, да, или кто-нибудь такой. Или у них эпилепсия, или аутизм, может быть. Аутизм, кстати, да. Я думаю, что люди с аутизмом или на спектре, они очень могут сосредоточенно делать какие-то Мгм. такие детальные вещи. Да, на самом деле я считаю аутизм это как такая суперсила, с одной стороны, если подумать, потому С что, одной стороны, да. да, то Тут есть... м, воздержусь от комментариев, но мгм. какой-то прикольный аспект у этого точно есть. Мгм. Да, да. Вот. Окей. Так, сколько баллов у тебя было за экзамен по русскому языку? У. Я думаю, было Ой, где-то... сейчас, все. Я Что такое? чуть ногой лампу чуть не уронил. Так, Знаешь, это было 15 лет назад, но мне кажется, было, может быть, 70 или 71. То мгм. есть, ну, нормально. Ну, Знаешь, это сойдет. не... Да, сойдет, Ну, сойдет, норм, да. да, норм. Для То есть, России, если по всей России смотреть, 70 плюс за экзамен из 100. Это неплохой результат, это прям хорошо. да, да. Я думаю, по математике было чуть-чуть меньше. Мгм. Но это тоже нормально. Математика сложная. У меня тоже по математике был самый низкий результат. М. Окей, так, что дальше? О чем мы говорили? Мы говорили, ага, о твоем образе. Мгм. Значит, мы поняли, что как бы ты человек хороший, но писать ты не умеешь. К сожалению, мне Все. приходится себя очень сильно контролировать и быть очень внимательным. Мгм. И опять же, не знаю, с чем это связано. Может быть, связано с моей сильной невнимательностью. Я просто по жизни невнимательный человек. Я рассеянный человек, я Мгм. невнимательный человек, я летаю в облаках. Я не горжусь этим. Я не говорю, что Да вот, ладно. смотрите, у меня СДВГ. Ну, ты знаешь, многие люди сейчас любят находить себе разные синдромы и, Мгм. так сказать, объяснять. Я говорю, я просто невнимательный. То есть я над этим стараюсь работать, я стараюсь быть более сосредоточенным, но Мгм. дается мне это трудно. Да, ну, зато Да, я забей. креативный. Я думаю, Да, что это тоже да. хорошо. Вот. Все нормально. Забей. Э, Главное не быть долбоебом. Точно. Внимательный ты или И невнимательный. мудаком. Главное не Ты быть помнишь? долбоебом и мудаком. Не, что-то не Э, помню. Это в фильме «О чем говорят мужчины». Не помнишь? М, Ты смотрел этот фильм? Не уверен. Нет, О. слушай, мне вчера про него кто-то друг говорил, совпадение такое. Хм. Это он мне сказал, что это про каких-то мужчин, которые куда-то ехали там вроде. Я считаю, что этот фильм это, наверное, самая, как сказать, такая высокая точка нашей современной России, когда все было... Материться можно, да?
Конечно. когда все было охуительно и заебато. И вот Окей. после этого все начало идти в пизду.